Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Запишем небольшое обновление, что происходит сегодня на крипторынке. Как всегда, посмотрим несколько интересных новостей, статистическую информацию и, конечно же, в конце ролика рассмотрим парочку графиков. По объему торгов за 24 часа сегодня на крипторынке в топе, кроме битка, эфириума и стейблкоинов, находится Litecoin. Чуть более 1,5 миллиарда баксов проторговано на нем, как в принципе и на BNB. Но обратить внимание хочу я именно на Litecoin. Данная монета показала в последнее время неплохой рост. И глядя вот на такую статистику, вот на такое сравнение движения биткоина с 2015 года и лайткоина, мы замечаем закономерность, что примерно на дне рынка лайткоин немного опережает и, так сказать, показывает будущее движение биткоина. Сначала идет в рост лайткоин, пока биток в боковике, и затем подтягивается биткоин, направляя цену вверх. Так было в 2015 году, такая же ситуация была в 2019 году, в конце 2018 года, когда биток еще был в боковике, лайткоин уже вовсю рос. И сейчас также похожая ситуация, биткоин не просто в боковике, даже немного падает, а лайткоин уже обновляет свои локальные хаи. Вполне возможно, и в этот раз история повторится, и лайткоин дает нам некую подсказку, куда в скором времени отправится цена биткоина. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Индекс страха и жадности сегодня показывает цифру 20, по-прежнему экстремальный страх. И как мы видим, такая же цифра была и месяц назад, такая же цифра была и на прошлой неделе, и примерно такая же была и вчера. Такой перманентный страх на крипторынке у большинства трейдеров. Но скоро может все это измениться. Как мы раньше обращали внимание, биткоин очень зависим от движения S&P 500. А вот от чего зависит S&P 500, точнее, что за график ходит с ним параллельно. Это загрузка грузовиков в Америке, их тоннаж. Как вы знаете, Соединенные Штаты Америки — это, можно так сказать, страна автомобилей. Там у всех по 2-3 автомобиля. И в основном грузоперевозки осуществляются на грузовиках, на траках. И чем больше груза перевозится, чем больше загружают эти грузовики, тем лучше для экономики. И как мы видим, с 2002 года здесь представлен график, и зависимость достаточно наглядная. Данный показатель и показатель S&P 500 ходят параллельно до 2020 года. Тогда все вместе упали на коронадампе, было большое вливание денег и произошел резкий рост S&P 500. Грузоперевозки совсем недавно только достигли предыдущих хаев. На данное сравнение можно посмотреть двояко. С одной стороны, S&P 500 сильно перегнал показатели загруженности траков, что говорит о том, что траки могут дальше идти наверх, график загруженности имею в виду, и вследствие чего S&P также пойдет выше, потому что это хорошо для экономики. Но можно посмотреть последнее вот это движение. S&P 500 падает, а показатель загруженности траков растет, что также может свидетельствовать о том, что в скором времени и S&P 500 подтянется и пойдет в рост. В любом случае, средние показатели вот уже начинают сравниваться, и это может являться косвенным фактором, что экономические показатели приходят в норму, и, следовательно, воздействие ФРС, их изменение ставки в скором времени может либо замедлиться, либо прекратиться. Теперь давайте посмотрим несколько интересных новостей. Сегодня появилась вот такая новость. Компания Consensus предупредили о сборе инфьюра пользовательских данных в MetaMask. MetaMask, я думаю, вы знаете, это криптокошелек. Так вот, при использовании инфьюра в качестве RPC это удаленный вызов процедур, в MetaMask компания Consensus будет собирать IP-идентификаторы и адреса кошельков пользователей. Данное нововведение озвучено после публикации обновленной политики конфиденциальности. Вчера только говорили о Uniswap,
которые также всю информацию будут собирать и раздавать кому попало. Сегодня же мы узнаем, что MetaMask планирует заниматься подобным же. Но не все так плохо, этого можно избежать, просто не используя Infura в качестве RPC. Нужно поменять настройки, кто использует кошелек MetaMask. Здесь перечислены, какие данные планируется собирать. Имя, фамилию, юзернейм, аналогичный идентификатор, имя клиента, дату рождения, пол, почтовый адрес, электронная почта, номер телефона, имя пользователя, пароль, интересы, предпочтения, отзывы и ответы на опросы, обратную связь и переписку, финансовую информацию, платежные реквизиты, данные и куча еще другого. В общем, все, что они могут взять, они возьмут. Однако, еще раз напомню, при использовании другого RPC в MetaMask сбор указанных данных не предусмотрен. Дальше здесь описывается, зачем они так сделали и все такое, но отмазываться они могут как угодно. Вопрос лишь в том, согласны ли вы на такой сбор или нет. Если пользуетесь MetaMask, вам стоит определиться либо поменять Infura, либо оставить. Давайте теперь поговорим немного о России. В России создают единую национальную криптобиржу. Депутаты Госдумы собираются внести новые поправки в закон о цифровых финансовых активах, которые призваны позволить торговать криптовалютами на подконтрольной государству площадке. Как заявил член Комитета Государственной Думы по экономической политике Сергей Алтухов, бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует. Но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов. Однако они не знают, как собирать эти доходы, они не знают, как заставить иностранные криптобиржи отчитываться, как ведут себя россияне и что хранят на их биржах, но налоги-то хочется собрать. И вот Алтухов подтвердил, что сейчас готовится проект изменений законодательства для запуска национальной торговой платформы криптовалют. Как в популярном мультике говорится, мы сделаем свою биржу с блэкджеком и депутатами. Ну, посмотрим, что у них из этого получится. Я лично не собираюсь ни на какой российской бирже торговать. Во-первых, шли бы они куда подальше, а во-вторых, знаем мы, как они умеют хранить данные. Чуть ли не каждый день воруют информацию из различных российских сервисов. И если не стырят крипту, то утекут все ваши данные. Еще одна инициатива из России, и в этот раз МВД предложили ввести регулирование виртуальной реальности. В России предложили принять закон, регулирующий использование систем виртуальной реальности в связи с возможными рисками их деструктивного воздействия на человека. Есть некие форматы потребления медиаконтента. Это системы виртуальной и дополненной реальности. Они уже есть, они уже продаются и уже используются. И там есть повышенный риск деструктивного информационно-психологического воздействия, заявил мент России Александр Смирнов. Видимо, менты России хотят еще и забежать с дубинками в вашу виртуальную реальность, если вы что-то не так подумали или что-то не так сделали в компьютерной игре. Предлагается ввести маркировку компьютерного и развлекательного контента в дополнение к возрастным ограничениям, а также наделить юридическим статусом кибердружины. Ну, о чем я и говорил. Кибердружины будут в играх, то есть добровольцев, выявляющих в интернете деструктивный, по их мнению, контент. Все у нас по классике. Ну и в конце блока про Россию, криптовалюты и вообще про технологии стоит сказать, что Минфин и Центробанк все еще не достигли компромисса в вопросе регулирования крипты. Как заявляется, Минфин и Центробанк противники того, чтобы люди вкладывались и рассчитывались, крипто имеется в виду, особенно на территории России. У нас запрещено рассчитываться и в долларах, и в евро. Внутри страны, в принципе, можно было бы то же самое сделать для криптовалюты. Держать можно, но рассчитываться нельзя. Если честно, я не понимаю, в чем спор. Здесь вот действительно написано, что у нас в принципе рассчитываться по закону можно только в рублях. Но ничто не мешает просто двум людям обменяться долларами, если они этого захотят. Просто не называть это покупку за доллары, а просто тут обменялись товаром и параллельно обменялись долларами. Также можно и с криптой. Здесь мы просто обменялись с человеком долларами и через минуту обменялись товаром, якобы никак не связанными двумя действиями. Но нет, нужно все усложнить, и идут до сих пор обсуждения. Но пусть обсуждают. Давайте быстренько посмотрим, что происходит на биткоине. Есть большое изменение на часовике. В прошлом видео я предположил, что будет еще одно снижение, но после того, как мы пробили вот этот предполагаемый пик волны 1, вполне вероятно, данное снижение отменяется. Цель мы выполнили, пришли мы в зону 16200, можно это убирать, однако снижение после этого не последовало, что в принципе неплохо. Минимальную цель мы так и так выполнили, пробили вот здесь лой, поэтому вероятность того, что лой больше не будет обновляться, стала еще выше. Это еще не исключено, но после того, как мы преодолели вот этот уровень,
16500. И сейчас, кстати, закрепляемся над 200 на часовике. Данное движение стало походить на заходной импульс. Да, все еще на часовике, таймфрейм не такой уж и большой, но все-таки неплохо. Локально здесь возможно снижение, здесь мы видим дивергенцию на индикаторе, но до тех пор, пока мы не пробьем опять-таки вот этот лой, последнее вот это движение может считаться импульсом. К тому же и визуально очень похоже на импульс. На 4 часах также все это выглядит неплохо, закрепляемся над 50-кой. В общем, пока здесь приоритет на лонги. Если кто-то захотел купить биток, неплохая возможность откупать это падение и стоп поставить вот за это основание, за начало предполагаемого импульса. Кстати, насчет битка, фьючерсы на биткоине закрыли гэп в последних видео, не помню в последнем или предпоследнем. Показывал, что вот здесь образовался гэп, ну и как следствие мы его закрыли, можно удалять. Напомню, у нас еще два гэпа находится вот здесь, на уровне 27 300 примерно и на уровне 34 тысячи с копейками там. Сюда мы придем через какое-то время. И напоследок давайте эфириум еще посмотрим. Здесь также без особых изменений. На часовике глянем, похоже ли это снижение на то, что мы увидели на биткоине. И здесь, в принципе, аналогичная ситуация. Также пробили мы предполагаемую волну 1, если разволновывать здесь последнее движение. А значит, вероятность того, что мы пойдем на снижение, она минимизировалась. И вот это движение, вот этот рост также имеет структуру импульса. И также здесь дивергенция на индикаторе. И также мы закрепляемся над 200 на часовике. В общем, все в крипте выглядит пока неплохо. Локально даже на рост. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, на Telegram. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо.